Теперь Сармат. Запад думал, что с ними играют в игрушки, а оказалось, что нет. Пока европейские политики обсуждали санкции, пока Брюссель готовил очередные пакеты помощи, в России тихо, без лишнего шума нажали кнопку, и ракета полетела туда, куда было нужно, и вернуть это назад уже невозможно. 12 мая 2026 года войдет в учебники не потому, что так говорит российская пропаганда, а потому что цифры не врут, физика не врет, и траектория суборбитального полета тоже не врет. В этот день Владимир Путин лично принял в Кремле доклад командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева. Доклад был коротким, содержание историческим. В 11 часов 15 минут был произведен успешный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Задача выполнена, все характеристики подтверждены. Всех приветствую, с вами Александр. Поддержите наш канал лайком, напишите свой комментарий и обязательно нажми на хайп. Заранее спасибо и продолжаем. Путин выслушал, поздравил военных, инженеров, конструкторов и произнес фразу, от которой в европейских столицах сегодня испугались. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство. Не планируется, не рассматривается, не в перспективе. Будет. Конец года. Точка. Теперь самое важное. То, что западные СМИ либо замалчивают, либо объясняют так туманно, что обычный человек ничего не понимает. Давайте по-честному с цифрами. «Сармат» — это тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. Стартовый вес 211 тонн. На борту до 10 боевых блоков индивидуального наведения, каждый из которых самостоятельно поражает отдельную цель. Точность 500 метров. Это не советская ракета с колхозной электроникой. Это высокоточный инструмент гарантированного уничтожения. Но главная дальность – более 35 тысяч километров. Окружность Земли около 40 тысяч километров. Это значит одно – «Сармат» достает до любой точки планеты. Париж, Берлин, Лондон, Варшава, Токио – все в радиусе поражения. Причем ракета выбирает маршрут сама, через Северный полюс, через Южный по суборбитальной траектории, туда, где ее никто не ждет. И вот здесь начинается то, от чего у натовских генералов по-настоящему перехватывает дыхание. Суборбитальная траектория – это не просто техническое слово, это приговор всей архитектуре западной противоракетной обороны. Эти системы строились под конкретные траектории, конкретные скорости, конкретные высоты. «Сармат» в эти расчеты не вписывается. Существующие радары не успевают его зафиксировать достаточно рано, зенитные комплексы не успевают среагировать, дроны-перехватчики бессильны, результат удара «Сармата» гарантирован. Это не угроза, это физика. Путин во время совещания сказал прямо: суммарная мощность «Сармата» более чем в 4 раза превышает мощность любого западного аналога. Западного аналога, к слову, у этой ракеты не существует вообще ни по массе, ни по дальности, ни по способности преодолевать противоракетную оборону. Первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на дежурство в Ужурском соединении Красноярского края до конца 2026 года. Но вот что самое неудобное для Запада, «Сармат» — это лишь одна строчка в списке. Путин в ходе того же совещания сообщил, что «Посейдон» и «Буревестник» находятся на завершающей стадии. Для тех, кто не следит, «Посейдон» — это автономная ядерная торпеда с фактически неограниченной дальностью хода, способная вызвать радиоактивное цунами у берегов противника. «Буревестник» — крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, которая теоретически может баражировать в воздухе неопределенно долго. Против обоих у Запада нет ни готовых решений, ни внятных концепций защиты. Вообще никаких. Дальше «Орешник». Путин отдельной строкой подчеркнул, эти комплексы могут быть оснащены ядерными боеголовками. Напомним, «Орешник» уже прошел боевое крещение, был нанесен реальный неядерный удар по Украине. Ни одна западная система его не перехватила. После этого европейские страны в панике бросились искать ответ на вопрос «Как защититься?». Прошли месяцы. Ответа нет. Проблема безопасности Евросоюза перед этим классом оружия по-прежнему не решена. И теперь к «Орешнику» добавляется «Сармат». Брюссель, Париж, Берлин сегодня задают один и тот же вопрос и не находят ответа. НАТО десятилетиями строило свою оборонную архитектуру под конкретные угрозы. «Сармат» в эту архитектуру не вписывается от слова совсем. Альянс не готов, Европа не готова. Они это прекрасно понимают, просто вслух говорить неудобно. А теперь контекст, который делает все сказанное по-настоящему взрывоопасным. Совещание в Кремле прошло именно тогда, когда в европейских столицах нарастают призывы начать прямые переговоры с Россией.
Буквально накануне президент Финляндии Стуб публично заявил, что Европе давно пора садиться за стол переговоров с Москвой. И вот Сармат испытан, дата постановки на дежурство объявлена, арсенал пополняется. Случайно? Едва ли. Россия только что показала не слова, а результат. В этом принципиальная разница между угрозой и фактом. Сармат – это факт. Дипломатические весы качнулись, и все стороны это почувствовали. Если Европа все-таки сядет за стол переговоров с Москвой, она сядет туда с принципиально иным пониманием того, у кого в руках какие карты. А карты сегодня были показаны всему миру. Публично, в прямом эфире. На этом пока все. Пишите, что думаете, подписка, лайк. Вы знаете, что делать, чтобы не пропустить следующее включение. С вами был Александр. Скоро увидимся. Всем пока.